Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня видео посвящено программированию и подключению светодиодной матрицы к Arduino. Матрица 8 на 8. И вот сейчас немножечко в темноте, я так прикладываю слоню, есть изменяющие элементы. Видеокамера иногда фиксирует очень четко там, но вот то, что более желтые, четкие светодиоды, это и есть сгорание. А все, что рядышком, это вот такая небольшая подсветка образовывается в результате либо контактов каких-то элементов срабатывания, либо это просто вот тонкие стеночки. Но как мы видим, на светодиодной матрице загорается определенное количество светодиодов. Как это реализуется в данном случае, сейчас расскажу. Реализуется в данном случае с помощью Arduino Mega у меня. Это простая экспериментальная схема с использованием двух сдвиговых регистров 74HS, которые 495. Про них я чуть попозже расскажу. И расскажу, как я их подключил, как подключил матрицу. Немножко пробежимся по структуре здесь конструкции. Как видите, на самой матрице присутствуют элементы, которые зубчики такие вот, которые обозначают конструктивно как соединение, и также как различать вот эти вот пины, которые сзади этой матрицы, контакты. Пины делятся, соответственно, на светодиодов, соответственно, плюс и минус вывод. Они обозначены минус C, C1, C2, C3 там, и так далее, а плюс, соответственно, R1, R2 и так далее до R7, кажется. Или R8. По умолчанию, там где выемка, вот с этой стороны в данном случае у меня, так, нет, вот это, да, вот с этой стороны у меня здесь выемка, это начало пинов, и отчитывается она вот отсюда. Это будет R1, точнее вот отсюда отсчитывается и идет сюда. Извиняюсь. Да. Вот именно где эта выемка и где вот контакты. Здесь идет счет слева направо и идет снизу. Полная распиновка покажу чуть попозже. Далее все контакты отдельно идут, которые плюс это все тонкие провода, идут у меня через резисторы на сдвиговый регистр. А все, которые контакты отвечают за ГНД, то есть за минус, идут на сдвиговый регистр второй, также подключаются. То есть таким же образом. Оба сдвиговых регистра питаются от Arduino Mega и подключены к пинам от 9, 12, 11 и 7, 5, 4. Дополнительный элемент задействован там, это минус общий, который, и 5 вольт. Дополнительное разветвление для Мега, это можно, у Мега есть несколько пинов с 5 вольтами, есть несколько пинов с ГНД, так что здесь достаточно неплохо. Пока я экспериментировал, просто получилось так, что эти два сдвиговых регистра я расположил на две беспаечные платы. Можно, конечно, все это скомпоновать и поставить на одну беспаечную плату. Резисторы используются там от 220 Ом можно и выше. Ну вот у меня здесь немножечко повыше, это около 1 килоома. Поэтому может быть не так ярко светятся светодиоды внутри матрицы. Можете изменить и получить более яркий контрастный элемент. Получается данные буквы, в данном случае здесь буква N. Это просто значок звездочка, но можно X назвать его, Х, А буква, О или нолик, Е. Так, и все, пока. Код программы будет под видео, ссылка на него, так что можете дальше экспериментировать, создавать свои буквы, символы и так далее. Это демонстрация того, как сделать управление светодиодной матрицей без специальных драйверов под светодиодную матрицу. Иногда бывает часто они продаются вместе с драйвером. То есть сейчас я покажу, как вот здесь. Здесь уже присутствует драйвер
и сильно заморачиваться не надо, если библиотека своя. Ну, я решил заморочиться, когда-то покупал светодиодные матрицы вот такие вот, и задача была создать, чтобы подсветка самостоятельно запрограммировать для себя, научиться, как это работает, все процесс. Хотелось без готовых библиотек, хотелось самостоятельно разобраться с этим процессом, поэтому вот этот элемент делал для себя. Если кому-то будет интересно, скачивайте, смотрите, как это делается. Может быть, у вас будут и другие предложения, варианты, как это улучшить процесс программирования данной светодиодной матрицы. Так, ну что ж, пройдемтесь по схеме. Итак, дорогие друзья, пробежимся по схеме подключения данной светодиодной матрицы. Перед нами специальная программа FreeZing, которая предназначена для создания схем для Arduino. Ну, соответственно, интуитивно понятная проектировка. Мы сейчас взяли беспаечную плату, возьмем Arduino. В данном случае, наверное, возьму Мега также. Вот она. Arduino Mega. Попробую как-то более красиво это сделать. Так. Вот примерно так она будет выглядеть. Постараюсь. Это у меня вывод сюда, ну, значит, лучше вот так вот. Вот таким способом. Так, возьмем сдвиговые регистры и резисторы. Пусть будет... Возьмем сразу же резисторы. Нам понадобится 8 штучек резисторов. Вот они так вот. И нам понадобится, конечно же, сдвиговый регистр 74. Сдвиговый регистр 74HS595, извиняюсь. Сказал 495, 595. Сейчас я ее название скопирую и найдем мы его здесь. Так. Ага, вот он. Угу. Вот взяли один сдвиговый регистр. И добавим еще один сдвиговый регистр. Вот так. Найдем матрицу светодиодную. Так, вот какая. Ну вот она, может быть, и такая быть. Так. Угу. Это. Ну, это тоже вариант. Ну, пусть будет наша вот эта матрица. Неважно. Перед тем, как подключать светодиодную матрицу, надо немножечко пояснить, какие контакты за что отвечают, более на, так сказать, на визуальной схеме. Поэтому я сейчас перейду на картинку, где будет показана схема контактов. Как видно, здесь контакты обозначены C с числом и R с числом. Как я уже сказал, R с числом это плюсы, а C с числом это минусы. Следовательно, нам нужно некие числа с R в одно место подключить, а C в другое место подключить, условно. К одному сдвиговому регистру, а R к другому сдвиговому регистру.
Вот как их определить, я еще раз сказал. Вот здесь должна быть такая выемка небольшая, и можно здесь судить о том, где у нас идет R1. Можно так определить. То есть вот здесь выемка, и значит здесь R1. А дальше уже определив это, можно дальше найти все остальные. Точно проверив, что это R1, достаточно R1 подключить к плюсу, например, к 3 вольтам и, наверное, к 5, и через резистор к минусу, и у вас должен загореться вот этот светодиод. Если загорелся, значит вы все сделали правильно. То есть C1 и R1. Если вы возьмете, то должен загореться данный светодиод. Определившись данной схемой, мы сейчас попробуем собрать такую конструкцию согласно этой схеме. Согласно этой схеме. Так. Угу. Ну вот. Итак, этот сдвиговой регистр будет отвечать за положительные, то есть плюсы, а этот сдвиговой регистр будет отвечать за минусы. Первым делом мы подключим условно 5, вот это, 5 вольт. Мы подключим нашу доску. Вот. И изменим, конечно же, на красный. Также необходимо минус тоже запитать нашу доску. ГНД. Вот так сделаем. И здесь сделаем уже черный. Так. Вот мы уже запитали. И теперь питать будем наши сдвиговые регистры. Тут сильно никакой сложности нет. Достаточно сделать вот так. Это мы запитали плюсы, минусы, извиняюсь. А сейчас будем запитывать так, наверное, лучше сделаем коротенькие, чтобы не путать. Вот мы запитали. Теперь сдвиговые регистры. Сдвиговый регистр еще питается вот здесь. Это чтобы сброс не происходил. Вот в таком формате. Далее мы необходимо теперь подключать вот данную конструкцию. Начинается у сдвигового регистра, согласно его дата-счету, вот этот пин нулевой, и дальше идут следующие вот эти все 7 пинов. Попробуем подключить всю эту конструкцию. Итак, R1 это у нас вот этот элемент, и идет он, следовательно, на этот пин. Но не сразу, как я уже говорил, а лучше через резистор. Поэтому берем резистор вот таким способом и подключаем наш первый элемент. Сделаем его зелененьким. Все будет зелененьким у нас подключаться к элементам. Таким же образом мы подключим
Итак, подключив все R1, все плюсики к этому элементу, подключим к следующему сдвиговому регистру все минусики, то есть оставшиеся элементы. Они у нас будут синего цвета. Но уже можно без резисторов. Итак, мы сделали всю распиновку светодиодной матрицы по регистрам, как вы видите. Теперь необходимо регистры сами подключить к Arduino по отправлению сигналов. Итак, вот здесь еще у нас дополнительно есть элемент на подключение минуса. Здесь у нас нужно перенести на минус, чтобы подключить вторую часть, половину доски. А здесь нужно подключить питание второй половины доски, чтобы у нас все запиталось. Теперь необходимы сигналы. Итак, первый сигнал от этого Arduino, точнее, сдвигового регистра, пойдет на 9 пин. 9 пин. Сделаем мы его желтоватеньким. Вот так. Вот. Следующий здесь пин пойдет на 12 порт. 12 порт, сделаем его оранжевым. Так, чтобы хотя бы что-то было видно, попробуем сейчас сделать более-менее читаемо. Ну или так. Вот. 12 пин. И последний для этого регистра отправим на 11 провод. Заменим его циан. Так. На 11. Вот так, на 11 пин. Итак, первый подключен регистр с двигой. Теперь та же самая процедура подключения, но уже к 7, 5 и 4 портам. Процедура подключения та же самая.
Так, и четвертый порт. И четвертый порт. Вот так. Вот перед вами схема подключения данной светодиодной матрицы с использованием двух сдвигов регистров 74HS595. Осталось только теперь запрограммировать ее, и мы получим тот исходный вариант, который я вам показывал в начале видео. Ссылка кода будет под видео, так же как и схема, в данном случае в формате FreeZen, также будет представлена. Небольшой обзорчик мы сейчас сделаем программы, и на этом у меня все. Итак, Итак, программа представляет собой подключение тех самых пинов, которые мы подключили для сдвиговых регистров. Затем все эти пины должны быть на получение сигнала настроены, и два из этих пинов должны быть выключены, то есть заперты пока на получение сигналов, каких-то передач сигналов с сдвигом регистра. Далее идет небольшие функции, которые описывают ту или иную фигуру с помощью как раз байтовой записи сигнала. Так как у нас 8 светодиодов в матрице, то, следовательно, нам нужно 8 значений 0 и 1. И что это байт? B. Формат байт. Здесь представлено в данном случае, как видите, в виде массива. То есть в фигурных скобочках указаны в данном случае указано строки, назовем так. А второй формат — это указаны столбцы, в результате которых, в данном случае с помощью этой конструкции, мы получаем окружность. Циклы пробегают очень быстро, поэтому стоит здесь единичка, delay, можно даже не ставить ее, так, чтобы глаз не мог воспринять мигание вот этих светодиодиков быстро. И получается, мы видим цельную конструкцию изображения или фигуры. По такому же принципу создание буквы Е, создание буквы А, создание буквы Н, русский имеется, но создание фигур, ну там X, звездочка, как хотите назовите. Вот у нас есть в данном случае. Ну а дальше мы их вызываем. Чтобы они более-менее на экране задерживались какое-то время, мы данные функции будем вызывать в конечных циклах внутри бесконечного цикла. Там, например, 500 раз. Можно меньше. 500 раз, значит, где-то полсекунды отображения. Ну, с наложением еще пробеганием там выходит примерно секунда. Может быть, даже полтора. Вот как-то так. Надеюсь, было интересно, понятно. Подключайте ваши матрицы, создавайте новые интересные проекты. На этом все. Спасибо за внимание.